Довольно серьезные есть подвижки в деле Айшат Баймурадовой. 9 апреля Россия наконец-то заметила тех, кого Армения считает убийцами Айшат, Карины Иминовой и Саида Хамзата Байсарова. И их лица выложили в базе розыска МВД Российской Федерации. По крайней мере, в некоторых СМИ это публикуется. Но даже тут все как-то не очень ровно. Получается, Иминову параллельно ведут как пропавшую без вести. Будто вокруг нее идет какая-то своя темная игра. Тут можно, конечно, много что предположить, да, может, уж и нету, может, зачистили какие-то концы, дело получилось шумное. Я, кстати, напомню, что вот эта фамилия Байсаров, такую же фамилию носит отец внука Аллы Борисовны Пугачевой. И он, когда только произошло убийство Айшат Баймурадовой, Байсаров, его отец, и сам вот этот внук Пугачевой, сын Кристины Орбакайте, он свернул свои бизнесы в Европе, он вел, которые связаны были с арт-искусством, картинами. Кстати, Пугачева тоже к этому какое-то имеет отношение. На таможне были пойманы 2 фуры картин, которые она заявляла как имеющие высокую музейную художественную ценность. Это такой элемент, нельзя никого ни в чем обвинять, но именно так делают те, кто отмывают деньги, потому что они переоценивают, то есть слишком завышают цену на картину, пишут, что они очень дорогие, проводят продажи, а потом, в принципе, таким образом получаются деньги, которые отмыты с продажи картины, которая, в общем-то, никому и не нужна, ее можно потом выбросить. Если я правильно понимаю, вот эту систему отмывок, и Пугачева везла 2 фуры из России каких-то картин, которые были обозначены как высокохудожественные, а ее внук занимался как раз-таки арт-бизнесом. И, как неудивительно, после смерти Айшат Баймурадовой, вот этот байсаровский след со стороны Пугачевой, который не доказывает даже связи внука Пугачевой с Байсаровым, которого здесь разыскивают. Есть СМИ, которые предполагают, что он является то ли племянником, то есть это такая неуверенная информация, но, как и неудивительно, в России есть старая древняя народная мудрость: на воре и шапка горит. И такое впечатление, что загорелась шапка на вот внуке Пугачевой, он свернул свой бизнес и уехал в Чечню жить. Такое напоминание хотелось вам сделать, потому что вокруг этого дела действительно много странностей, которые зачастую официально не публикуются, но из-за того, что знаешь какие-то лица, а если ты еще ведешь канал Crime Show какое-то время, то ты обращаешь внимание на эти мелочи вокруг произошедшего. Тем не менее, двигаемся дальше. Что у нас известно по поводу данного дела на вот последние моменты. Итак, Армения объявила их в розыск еще в ноябре 25-го, и в декабре официально стучалась в Интерпол и Москву, но до февраля из России тишина, хотя по регламенту ответить должны были за неделю. По версии следствия, Айшата задушили в ереванской квартире в ночь с 15 на 16 октября 25 года, а Иминова и Басаров сразу после данного преступления легально выехали в Россию и просто растворились там. Айшат, немножко напомню, если вдруг кто-то вообще, в принципе, пропустил это дело, сбежала из Чечни от домашнего насилия и критиковала кадыровскую систему. Именно таких людей на родине давно считают предателями, так их называют, а не жертвами. Тело нашли в съемной квартире в Ереване с 19 на 20 октября, и 5 месяцев оно лежало в морге, потому что родственники из Чечни так и не забрали ее. Похоронили только 27 марта в Ереване, как ненужное никому тело. Но там были люди отзывчивые, там были правозащитники, которые сопровождали, даже люди, которые помогали ей с жильем. То есть в Армении много отзывчивых людей, но по сути, конечно же, невероятно грустная история и финал совершенно чудовищный, финал ее жизни. Но хочется надеяться, не финал этого дела. На фоне молчаливой паузы Москвы, странного двойного розыска Иминовой, которую ищет и как пропавшую без вести, как-то уже до повод задуматься, и как по этому делу подозреваемый. И биографии Байсарова, которого раньше обвиняли в финансировании терроризма, но после сняли обвинения, эта история все больше похожа не на бытовое убийство, а на чужой заказ, исполненный руками людей, уверенных, что на территории России их никто не тронет. Вот что известно на сейчас, на данный момент, это то, что Россия, если это подтверждается, подтвердится, тоже приняла в розыск данных людей, которых разыскивают в Армении. Я считаю, что это подвижка и довольно серьезно. Со своей стороны пишите, как это видите вы. За делом этим я слежу. Если вы следите, давайте следить вместе. Поэтому не забывайте и подписаться. И так нас лучше слышно, опять же. Дай бог, чтобы на пользу и на пользу справедливости. Хотелось бы в это верить. Берегите себя. Увидимся.